Привет всем! Если кто меня не знает, меня зовут Габриэла, и мы сейчас находимся в Болгарии. Так как в Болгарии очень сильно отличаются торты, чем у нас, сегодня я хочу с вами приготовить медовик. Погнали! Для приготовления нашего медовика нам понадобится вот такая более глубокая кастрюля, сливочное масло, ну и, конечно, мед. Первое, что мы делаем, мы включаем нашу плиточку, чтобы она начинала нагреваться, ну точнее кастрюлю, чтобы начала нагреваться, и туда мы отправляем 80 грамм масла, 83. В наше масло я отправлю вот такой мед, у меня домашний мед 220 грамм. Наше масло с медом уже находится в сковородке, и сейчас наша цель медленно это довести до кипения. Наш мед уже начал кипеть, поэтому мы отправляем чуть-чуть соли, мешаем быстренько. И сейчас я отправляю вот такая маленькая ложечка, но с горкой соды. И мешаем быстренько. Сейчас будет появляться пена, видите, она уже началась, белая пена. Это не нужно вас пугать, это нормальная реакция соды с медом. Мы мешаем до момента, который нам не понравится, типа цвет нашего смеси. То есть я хочу, чтобы смесь получилась более такая янтарная, более коричневая, поэтому я буду жарить вот так 2-3 минутки. Запах на кухне вы почувствуете вот такой, как карамель и мед. Итак, вот смотрите, какая у нас консистенция получилась, какой у нас шикарнейший цвет, даже я вам скажу, похоже, наверное, на такое, как тиква, реально тиква цвет. И запах на кухне от карамели с медом, это очень вкусно. Так, сейчас мы это оставляем, чтобы чуть-чуть оно охладилось до комнатной температуры, а мы с вами за это время просеем муку и взбьем яйца. Для нашего медовика я возьму 3 яиц. И просто с миксером мы их доведем до однородной смеси. Вот какая у нас консистенция получилась. Яйца превратились в одно целая однородная смесь получилась. Почему я люблю с миксером взбивать яйца? Потому что, знаете, когда с вилкой или с обычным венчиком, бывает, вот белки не всегда хорошо расходятся. Поэтому миксер это именно то самое, если вы хотите получить однородную смесь. Теперь к нашим яйцам я добавлю 500 грамм муки просеянную. Муку мешаем с яйцами. Почему я еще не вливаю наша карамельно-медовая смесь? Потому что здесь яйца, и чтобы яйца не свернулись, нам нужно подождать, чтобы она хорошо остыла. Поэтому пока что мы подготавливаем дальше тесто. Ему минут 10-15 остыть, и будем вливать потихонечку. Наша смесь уже остыла чуть-чуть, она не такая горячая. И видите, она более густая получилась уже. Такая, как карамель. И сейчас мы ее будем добавлять к нашей муке. Теперь нам нечего бояться, яйца точно не свернутся. И сейчас мы будем это все перемешивать. Итак, наше тесто уже готово. Сейчас я вам покажу, какой консистенции оно получилось. Оно очень мягкое и оно липковатое. Сейчас нам нужно его оставить в холодильнике где-то на минут 40, чтобы оно полностью остудилось, потому что оно до сих пор слегка тепленькое. И после этого мы будем раскатывать коржи. Наше тесто уже отдохнуло, оно уже не теплое, оно даже холодненькое. И сейчас нам нужно его разделить на 12-13 частей. То есть зависит, сколько мы хотим, чтобы у нас торт был высокий. Я хочу, чтобы у меня был более высокий, поэтому я попытаюсь его разделить на 13 частей.
Я возьму где-то по 100 грамм, чтобы у меня каждый корж весил. Вот 100 грамм. И посмотрим, что у нас получится. Я взяла, поменяла раскладку, поэтому у нас один шарик 80 грамм. И у меня получилось 11 штук. Сейчас нам нужно их раскатать. Что мы делаем? Я заранее себе приготовила вот такой пергаментный лист. Мы ложим наш шарик в серединке. И вот такая у нас на болгарском это точилка. Начинаем это все раскатывать. Нам нужно тоненько-тоненько это все раскатать. Наш корж уже готов. Как я буду его резать? С помощью вот такой крышечки. То есть я прикладываю по краям, смотрю, чтобы все было четко со всех сторон. И просто вот так я прижимаю. И вытаскиваю. И смотрите, излишки я убираю. И у нас идеальный круглый корж. Потом, что мы делаем? Мы с помощью вилки делаем вот такие отверстия нашего коржика. Это для чего нужно? Чтобы он в духовке не начал подниматься. Нам это не нужно. Сделали и отправляем в духовочку на 2-3 минуты. И дальше мы раскатываем все других коржи. Наши коржи уже готовы. Вот какие они получились. Но это только 2 штучки. Одну штучку я взяла, потому что потом мы должны сделать крошку с ней и посыпать наш медовик. Так, это мы оставляем в сторону. И сейчас нам нужно сделать крем. Крем мы сделаем на основе сметаны и сахара. Смешаем 700 грамм сметаны. У меня сметана 20%. Так, и отсюда мы возьмем практически все, но не все. Так, 700 грамм почти без 2 грамма. Ну, это ничего страшного. И возьмем сахар 200 грамм. Обычный сахар. И я добавлю чуть-чуть ванильки. Да, я знаю, что в оригинальном рецепте медовика ваниль не добавляют. Но мне нравится, поэтому я чуть-чуть добавлю для вкуса. И это нам осталось просто на большой скорости миксера взбить до однородной консистенции. Итак, наступила самая приятная часть нашего рецепта. Это будем собирать наш тортик. Кладем коржик и сверху наш крем. Хорошо, мы не экономим, побольше, чтобы он хорошо пропитал наш коржик. И так дальше мы делаем со всех наших коржиков. Мы уже собрали торт, но ему нужно настояться, поэтому мы завтра его с вами разрежем, а пока что мы его доокрасим. Я сделала один лишний коржик, и сейчас в блендере я его помешаю. И с него я сделаю крошку. Ничего сложного, но зато красиво будет. К нашим печеньям я добавлю чуть-чуть греческого орешка. У нас готово абсолютно все. Сейчас я вам покажу, какая у нас крошка получилась. Вот какая крошка получилась, однородная, вместе с орешками. И сейчас с помощью нее мы будем украшать наш тортик. Так, наш медовик уже готов. Вот какой конечный результат у нас получился. И сейчас я его оставлю на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
Прошло уже где-то 10 часов от того момента, когда мы сделали наш медовик. Вот как он выглядит внутри. Вот он внутри. И вот он, какой он снаружи. Я его сделала очень небрежно, потому что мне нравится вот этот модный стиль тортов. Поэтому у меня он такой есть. Теперь, вот какой он в разрезе. И сейчас мы его попробуем. Он такой симпатичненький. Итак, ребята, наш медовик получился просто фантастический. У него есть легкая кислинка за счет сметанового крема. Тоже в нем мы можем почувствовать вот такой карамелизованный вкус. Это за счет меда, который мы жарили с маслом. Это просто фантастический баланс между этих два вкуса. Также я хочу вам предложить, чтобы вы поставили мне лайки, а я со своей стороны вам покажу очень легкий рецепт данного рецепта медовика, но только без раскатки теста. Поэтому мы собираем 100 лайков, и я вам показываю этот рецепт. А так подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. Пока!